В пятницу 26 июня 2015 года Верховный суд легализовал однополые браки в США. Как мы должны понимать гомосексуализм и лесбиянство? Если человек при рождении не может определиться, мужчина он или женщина, что ему делать? Что делать нам? Многие из нас знают тех, кого называют геи. Это могут быть члены наших семей, и мы любим. Вот мой вопрос. Спасибо за вопрос. Thank you for the question. Мы все приходим в этот мир, потому что у каждого есть свои недостатки. И наша задача преодолеть эти недостатки, и для этого нам дается воплощение. У кого-то есть недостаток, как привязанность к алкоголю, у кого-то есть недостаток, как чувство зависти, которое он испытывает к кому-то. Кто-то постоянно обижается. У каждого свои недостатки. Мы не знаем, что является причиной, что человек как бы испытывает сексуальное влечение не к противоположному полу, а к своему полу. Может быть, это из-за того, что в прошлой жизни, например, человек был, ну, скажем, женщиной, а в этой жизни он мужчина, и он еще не может адаптироваться к новой социальной роли. Но мы должны понять, зачем люди вступают в брак. Мы должны ответить на этот вопрос. Если люди вступают в брак для того, чтобы иметь детей, то брак между людьми одного пола, он не дает этого результата. Если же люди вступают в брак для того, чтобы получать сексуальное наслаждение или удовольствие, то владыки в этом случае дают нам учение. Когда мы направляем нашу сексуальную энергию не для того, чтобы зачать ребенка, а для того, чтобы получить от этого наслаждение, то мы неправильным образом используем эту энергию, и таким образом мы творим карму. Если два мужчины или две женщины вступают в сексуальные отношения между собой для того, чтобы получить удовольствие, они точно так же творят карму. Многие говорят, что люди одного пола вступают в брак для того, чтобы помогать друг другу, идти по жизни. Однако тысячи лет назад в этом случае была испробована другая форма объединения. Это монастырь или братство. Когда-то давно, да не так давно, в Советском Союзе был закон, который люди, которые вступали в гомосексуальные отношения между собой, преследовались, и была статья, уголовная статья в кодексе. Во многих культурах таких людей просто забивали камнями или убивали. Но поскольку мы знаем учение, мы можем по-другому относиться к таким людям. Мы можем своей любовью помочь им преодолеть этот свой недостаток. Тогда, когда мы слишком что-то осуждаем, либо испытываем бурную эмоциональную реакцию по какому-то поводу, ну, например, она лесбиянка или он гомосексуалист, мы очень резко это осуждаем, испытываем ненависть. И таким образом, этой своей очень сильной эмоциональной реакцией мы как бы привлекаем к себе в будущей жизни точно эту же проблему. И мы будем в следующей жизни геями или лесбиянками. Очень, очень большой проблемой нашего общества является то, что те отношения, которые не являются правильными отношениями, они в настоящее время возводятся в ранг закона и всячески поощряются. Очень, очень важным является все-таки позиция общества к этой проблеме. И тогда, когда
мы правильно ставим приоритеты, то мы позволяем людям, которые склонны к лесбиянству либо гомосексуализму, преодолеть эти свои недостатки. Потому что многие люди не имеют этих недостатков, но тогда, когда они видят, что в обществе к этому относятся как бы слишком большое внимание, что ли, этому уделяют, и они просто тоже решают, почему бы нам тоже не попробовать так. Поэтому, когда в обществе эта проблема неправильно рассматривается, то это очень плохо.